Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем магнолию. Магнолия – символ женственности и красоты. Второй по популярности цветок после пиона по изображению в Китае, который символизирует красоту, женскую сладость, нежность и очарование. В древности только императорам и членам императорской семьи разрешалось выращивать магнолии. Начинаем изображать цветки магнолии. Магнолия бывает разных цветов: бело-зеленоватая, бело-желтоватая, розовая, нежно-розовая, более насыщенная, и также она бывает сиреневая. Мне очень нравится сиреневая магнолия, она особенно яркая и внушительная, такая насыщенная. Именно ее мы сегодня и изображаем, но вы можете выбрать любой из других цветов. Итак, набрав оттенок сиреневого, я прижимаю кисточку сначала кончиком, а затем в процессе того, как я веду ее к центру цветка, я прижимаю кисть от кончика до самой пяточки, и в конце я ее поднимаю. Соответственно, ставлю на кончик, увеличиваю давление и к концу опять уменьшаю давление. Изображаю я это двойным мазком. Провожу одну линию, часть лепестка, и затем вторую. Это поскольку я работаю средней кистью. Если бы я работала большой кистью, то можно было бы это выполнить и в один мазок. Но я люблю работать средней кистью. Поэтому в два мазка изображаем лепестки магнолии. Магнолия, она достаточно раскинутые цветки имеет, и они даже выглядят неказисто. То есть они могут быть даже раскоряченными в разные стороны, но это и придает ей такой масштабности и особый шарм. Сейчас как раз изображаю именно такой цветок с изогнутыми в разные стороны лепестками. Посмотрите внимательно, пожалуйста. И несколько бутонов, точно тем же самым мазком, просто близко друг к другу в виде продолговатой формы. Когда все достаточно подсохло, первые нарисованные лепестки, мы прорисовываем и остальные задние и боковые лепестки. И я решила нарисовать свою магнолию подругу, поскольку вишня и слива цветут почти в одно и то же время с магнолией. Это где-то конец марта, начало апреля и даже середина апреля. В каждой стране по-разному. Я изображаю ей такую подругу сливу. Я взяла водянистый розовый и просто оставляю 5 рядом отпечатков в виде лепестков этой самой сливы. Мы ее уже с вами рисовали, вы можете посмотреть отдельный урок. Ссылку я оставлю в конце этого видео. Поскольку я рисую на рисовой бумаге сильной текучести, как только я касаюсь кончиком кисти бумаги, то она с жадностью впитывает краску, это не составляет большого труда. А теперь цветоложе. Набрав оттенок коричневого, можно использовать просто черную тушь, если вы ее предпочитаете и хорошо с ней работаете. А я же выбираю цветную композицию, поэтому беру оттенок коричневого и изображаю цветкам цветоложи. Они даже немного похожи на скорлупу, которая снизу поддерживает и обрамляет цветок. Итак, изображаем цветоложи. И затем обозначим серединки ярко-желтым, чтобы цветки были как бы подсвечены изнутри. Набрав оттенок ярко-желтого, я просто закрашиваю в нескольких местах середину у раскрытых и полураскрытых цветов. А сейчас мы нарисуем листья. Некоторые сорта магнолии, они не имеют листьев, она как
как голые, а некоторые же имеют. Они небольшого размера, но все-таки имеются. И несколько листьев мы все-таки обозначим тем же самым мазком, как мы рисовали и лепестки цветов, просто в меньшем масштабе и оттенком зеленого. В нескольких местах несколько листьев мы с вами все-таки обозначаем, поскольку у нас композиция цветная и листья только выгодно ее дополнят. Например, если бы мы работали с вами черной тушью для ствола, цветоложа и листьев, то тогда лучше было бы вообще листья не рисовать. Итак, теперь рисуем ствол, набрав темный оттенок коричневого, а поскольку я работаю не тушью, если бы работаю тушь, чтобы он был черный, я работаю сначала самым кончиком кисти у верха, а затем все более увеличиваю давление на кисть по мере моего движения вниз, поскольку кверху ствол утончается, а к низу он расширяется. Здесь мне придется в несколько этапов, несколько раз проводить кистью, наращивая ствол внизу, поскольку моя кисть малая. Работала бы большой кистью, сделала бы это в один мазок, просто целиком надавливая на кисть и оставляя сильный ее отпечаток. И подрисуем ветки, на которых держатся цветы магнолии, практически самым кончиком кисти. Если ветка тонкая, если более толстая, то прижимая кисть до половины. И просто двигаясь в нужном мне направлении, рисуя линии и получая, соответственно, ветки. Подводим ветки ко всем необходимым, требующим этого цветам. А теперь добавим контуры, которые, как мы уже знаем, придают аккуратность нашей работе. Цветоложа у цветов я обведу темно-коричневым цветом, работая с самым кончиком кисти. Не обязательно, чтобы это было прям таки аккуратно, даже будет лучше, если вы будете захватывать белые поля. Тем более, естественно, будет это смотреться. И поставим точки на цветоложе, чтобы подчеркнуть его скорлуповидную форму. А теперь перейдем на сливу. Здесь я смешаю черный с коричневым. И как я это делаю? Сначала поставив кисть на кончик, а затем по мере движения вниз, увеличивая на нее давление, я буду немного прокручивать кисть между пальцами, поскольку, как мы знаем, уже из того, как мы рисовали сливу, у нее очень такой витиеватый, можно сказать, даже капризный ствол, который лучше всего изображать таким способом. Так надрывисто ведя кисти и прокручиваю ее одновременно между пальцами. Как я уже говорила, ссылку на то, как изображать детально сливы, я оставлю в конце видео. Итак, то же самое мы повторяем и вверху. И мы должны, как я говорила, пересечение дает объем, поэтому мы пересекаем ветки сливы с стволом магнолии в одном или нескольких местах. И теперь мы поработаем немного и над цветами сливы. Раз уж она появилась в нашей композиции, мы прорисуем ей тычинки самым кончиком кисти черным цветом, просто очень быстро, даже зигзаговидно проведя несколько линий. Можно это сделать во всех цветах или выборочно. Лучше отметить в самых темных и объемных цветах. А какие-то оставить блеклыми на заднем плане для фона, чтобы сделать композицию живой и динамичной по цвету и форме. И над тычинками мы поставим маленькие черные точки. И теперь, чтобы уже масштабно выделить наши цветы, мы обведем их контуром, взяв цвет, тот же цвет, что мы изображали им цветок, только более темный. И самым кончиком кисти просто обводим лепестки цветов, чтобы их выделить и подчеркнуть и придать работе большую аккуратность. Точно так же мы поступим и с лепестками. Мы не будем прорисовывать в нем прожилки, а просто также обведем лепестки контуром. Это можно сделать со всеми листами, а можно с частью. И затем вернемся снова к цветам сливы. Решила я, что все-таки нужно тоже, чтобы они не терялись, поскольку они равносильные на данной композиции подруги, цветущие в одно и то же время, то несколько цветов, самых крупных и ярких, я обведу черным контуром.
Остальные же цветы, не обведенные контуром, уйдут на задний план и только подчеркнут те, что обведены. И последнее, что нам нужно сделать, это нарисовать серединку у цветков магнолии, те, которые раскрыты. Делаем это таким образом, черным цветом, самым кончиком кисти, прорисовывая пестик и тычинки. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что бы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе нарисовали.